Всем привет! Так вышло, что за 10 лет, а в этом году уже будет 10 лет каналу в октябре месяце. Представляете, 10 лет. Я создаю рецепты, идеи, уже масса людей, воспитанники, так сказать, уже поменяли профессию на поваров и работают в индустрии. Кто-то стал настоящим домашним шеф-поваром, и женщины, и дети этого папку любят, и на руках носят, и мужчины очень много благодарят. Так вот, за 10 лет у меня не было конфи технологий. Это французская технология, которая используется по всему миру. Пусть никого не смущает слово французское. Вообще русская кухня насыщена французскими техниками. Так вот, конфи делать сегодня будем из гусиных ног. Гусь, мясо само по себе плотное. И, например, как у промышленной утки, такой нежнятины не выйдет. Но мы его за это и любим, за вот этот плотный вкус. Нога будет мягкая, но не так, чтобы она там будет в кашу, в тушенку, да? Технология конфи заключается вот в чем. Мы берем просто ноги гуся, вот такие вот красивые окорочка. Сейчас салфеточку возьму, чтобы не было лишней влаги тут, остатков миоглобина. Крови тут давным-давно уже никакой нет, но почему-то многие люди считают, что что-то розовое там. Кровь, мы все умрем. Короче, берем ноги. Видите, количество жира здесь небольшое. Какие-то перышки, если мы видим визуально, можно их отпилить, выдрать. Вообще гусь такая птица, которую реально тяжело ощипывать. Вообще водоплавающие птицы тяжело ощипываются. Разные существуют технологии. Но видите, какое мясо красивое, красное, такое дикое. По виду как дикое, на самом деле домашнее. Значит, ноги закидываем в гастроемкость. Или в какую-то любую емкость, в кастрюльку, вот таким образом. Сюда мы добавляем лаврушку для аромата. Добавляем сюда чеснока, 4, 5, 6 зубчиков в пригоршне. 2, 4, 6, 7. 7, на всякий случай скажу цифру, а то придираются многие. Что не понял, непонятно сказал. Тут вы можете по своим, так сказать, ощущениям добавлять какие-то ингредиенты. Нужно, чтобы аромат был вкусный. Немного зерен черного перца. Я в конфи еще добавляю тмин, потому что тмин к гусю хорош очень подходит. Тоже небольшое количество тмина. Так как на улице весна, и здесь в Кологриве смородина только-только дала листочки, я увидел и решил, что веточка смородины даст дополнительный вкус, аромат гусиным ногам. Так вот, конфи – это когда мы берем гуся и заливаем его гусиным жиром. Утку в утином жиру, птицу, курицу. Куриного жира так много нигде не надыбаешь, поэтому курицу готовят в утином или гусином жиру. Утка и гусь – это две птицы, которые реально жирные. Я имею в виду подкожные жиры, внутренний жир. Само мясо не жирное. Так вот, мы берем и заливаем гусиные ноги гусиным жиром. В рамках ресторанов бывает скапливается говяжий жир и готовят говядину в говяжьем жиру. Но чаще всего используют масло, растительное масло. Но только вот во французской классической гастрономической школе, когда мы это делаем, что-либо делаем в масле, в растительном, это называется паширование. А конфи – это когда мы используем жир того мяса, я имею в виду того животного, которое мы готовим в этом жиру. Именно вот нюанс. Казалось бы, все то же самое. Ну что, масло – это масло, жир – это то же самое похожее масло, только животного происхождения. Вроде бы отличия нет, а название уже другое. Поэтому можно делать конфи и с растительным маслом. Оливковое точно нет. Обычное масло растительное без аромата и вкуса, потому что здесь мы концентрируем вкус продукта одного. Заливаем так, чтобы жир полностью покрывал ноги. Ну, вот там 2 ноги, в моем случае, 3 банки. Сколько времени, какая температура? Духовка. Закрывать ничего не надо. 130 градусов 3 часа. Для утки то же самое. Масло вот этот вот, вернее, это не масло, а жир, мы его потом фильтруем и используем несколько раз. В ресторанах или в тех местах, в которых
где есть фермерская кухня, его используют 5-6 раз. 130 – это небольшая температура, тем более, что масло до 130 не нагревается. Там ничего не перегорает, но зато оно максимально насыщено вкусами не только гуся, но еще и чеснока, лаврушки, черного перца. И, значит, смотрите, у меня ускоренный вариант, я соль добавляю сюда, прям в масло. Но вообще, по идее, как бы сделали французы, они бы ноги, утиные или гусиные, как в моем случае, они бы засыпали солью обильно, дали поставить час, чтобы соль в верхние слои проникла. Потом промыли и положили в масло. Я пробовал и так, и так. Это если у нас 3 часа стоит, и вы еще на час, это получается 4 часа, долго. Да? Если есть возможность сократить, то можно сократить. Соль добавляем в масло, оно там распространяется, и в любом случае мясо просаливается. Не сильно, чуть-чуть просаливается. Ну, знаете, с солью такое дело. Досолить всегда можно, а вот убрать эту соль потом уже будет невозможно из самого куска мяса. Все, убираем на 3 часа 130 градусов в духовку. Друзья, всем привет! Вы знаете, что у меня есть бренд Перо Совы, у меня и вот фартуки, и всякие значочки есть. Появился еще один экземпляр. Это уменьшенный вариант торцевой доски, который как раз таки очень хорош для дома. Доски мощные, плотные, тяжелые, классные. Я вот с гастриком много лет уже пользуюсь, да, но она такая, очень объемная и не очень подъемная. Но у нас она продается с большим количеством, с большим успехом, потому что штука невероятно крутая. Я ей пользуюсь, очень доволен. Кто хочет себе поменьше, есть вот такой вот великолепнейший экземпляр, просто красота. Штука очень достойна. Кому-то в подарок, кому-то себе домой, кому-то в гости едете, еще что-нибудь. Welcome. Помимо всего прочего, в магазине есть еще масса всего интересного, кроме значков. И всякая всячина для кухни, для дома. Забегайте, поглядывайте. Конфи звучит как-то так по-иностранному, но на самом деле это ленивый рецепт. Почему эта технология прижилась в ресторанах, и рестораны во всем мире, в том числе и в Азии, готовят по такой технологии. Потому что положил, забыл, достал и выкладываешь. Там. Гарнир может быть любой. В моем случае здесь пшеница была у нас отваренная тут. Смотрите, какая прекрасная нога. Она прям манит. Вообще, честно признаться, нога это самое вкусное, что есть у птицы, у любой. Вообще у любой. Будь то индейка, курица. Так, сейчас я чуть-чуть... горячая. Даже через 2 салфетки кость накаляется. У гуся довольно грубые кости. Такие твердые. И вот они накапливают температуру так мощно. Салфетка прилипает, как представляете, коллагена сколько. Так как мы использовали смородину, то у меня тут еще есть ветка целая. Давайте так, для украшения. Ну, не только для украшения. Маленькие листочки смородины на самом деле съедобные. Никто не отравится. Они не имеют какой-то определенной там горечи или чего-то отвратительного. Нет, вообще вполне себе съедобная штука. Я и демигляс в Красноярске варил на ужин на смородиновых листьях. Из обрезков баранины выбрал все самое лучшее, выварил 26 часов, потом упарил, и когда уже на ужине отдавали, я просто-напросто много-много листьев смородины туда забросил, насытил вкусом смородины, и демигляс из бараньих костей был настолько необычный, но в тот же момент локальный и очень вкусный, что так что из гуся можно из костей варить шикарный демигляс. Пожалуйте. Так, надо пробовать. Но я тут сегодня собирал пока крапиву. Короче, надыбал в лесу прям цветочков. Забыл их положить, они тоже симпатично смотрятся. Если вдруг кто-то любит украшения. Для девочек вообще это важнейшая вещь. Чик-чик, цветочков набросали. Значит, что у нас выходит? Когда мясо остывает, мы его вот так вот руками, смотрите, разрываем. Выбираем самое вкусное. Зараза, горячий какой. Можно немножко соли сюда. Нежно. При этом гусь это не каша. Гусь, он плавает все время, у него ноги такие немножко подкачанные. У гуся есть структура. Ты жуешь, и тебе приятно это жевать. Хотя многие люди, которые не пробовали гуся,
а едят всю жизнь курицу, которая промышленная, вообще она такая, она как каша. Если, например, куриные ноги в конфи делать, часа за глаза. А вот гусь за 3 часа, знаете, какой становится? Ну, просто это секс вообще. Смотрите, блин, какое мясо получается классное. И видите, мясо блестит, значит, что оно сочное. Будут гусиные ноги дома. Обязательно попробуйте. Фишка потрясающая. Французы не зря. Французы. До новых встреч. Пока.